А, все, уже начинаем? Естественно. Да. Всем привет! Это Гагарин Шоу и наша постоянная рубрика «Крипта для чайников». «Крипта для чайников» — это как бы подразделение Гагарин Шоу. Оно же не само по себе существует, на одни и те же камеры снимается. В следующий раз уже на другие камеры будут сниматься. В следующий раз будут на другие камеры сниматься. Отчет заново пойдет. И ввиду того, что у нас нет финансовой подушки, которая бы позволила нам снимать выпуски постоянно с гостями, потому что мы оплачиваем им райдеры достаточно дорогостоящие, мы, значит, разбавляем это периодически вот этой вот хиромантией, которая называется «Крипта для чайников», где мы постоянно говорим о одном и том же разными, значит, речевыми оборотами. Поехали! 5-й выпуск. 6-й. 6-й, 5+1. И сегодня мы в Индии. Именно поэтому на нас эти прекрасные одеяния. Потому что мы, в отличие от наших конкурентов, приходя в чужую страну, соблюдаем правила этикета. И сегодня мы разберем несколько ключевых тезисов, вопросиков ваших, может быть, из комментариев что-то. И, как всегда, Глеб напьется, а я пью Red Bull. Хоть Red Bull и не дает нам никаких денежек за то, что мы его рекламируем. Но надое крыло. Но крыло тоже, значит, некоторого рода надое. И теперь переходим к работе. Давай перед тем, как закажем еду на троих, чуть-чуть тяпнем. Давай. Заказываем. Светка! Ой-ой-ой-ой-ой. А еда-то индийская. Потому что мы в Индии. Посмотри, посмотри. Могет, малая. Могет, могет. Блин, я подобную сцену вижу каждый раз, когда мы приходим. У меня одежда начала спадать. А это а девочке денежку положить. Глеб, а денежки девочку положить? Понял. Так это, смотри, USDT, TRC-20. Современные стриптизерши принимают в ТРЦ, потому что комиссия сети минимальная. И в битке, но биток само собой. Вот так вот, учитесь, девчата. Ну что, ребята, мы переходим к нашей рубрике «Крипта для чайников». И для этого нам нужно максимально собраться, скинуть наши прекраснейшие одеяния и откушать индийских блюд. Внимание, первый вопрос. И 4 варианта ответа только надо еще. Есть ли в Украине сдвиги в сторону принятия крипты? Есть. В чем они проявляются? На сегодняшний день в первом чтении проголосован закон, который вводит общее понятие криптовалюты. Еще не проголосован во втором чтении, скорее всего, будет дорабатываться. Есть достаточно большое количество всевозможных комментариев от различных органов, в том числе от регулирующих и так далее. Поэтому я думаю, что независимо от того, что все ждут в ближайшее время принятия этого закона, если все окей, то к концу этого года, скорее всего, он будет принят. В любом случае, еще будут дополнения к этому законопроекту относительно налогообложения и так далее. Чем это все закончится, посмотрим. Но в любом случае, если у нас в стране будет принят даже базовый закон, который будет определять, что такое криптовалюты, что это за класс активов и так далее, то это, соответственно, нас существенно продвинет. И что больше всего в этой всей ситуации радует, это то, что независимо ни от чего, Украина идет по пути того, чтобы криптовалюты не запрещать, а давать возможность с ними работать в легальном совершенно поле, работать с криптоактивами и не бояться, что завтра нас хлопнут. Это очень хорошо, что правительство идет навстречу и заинтересовано в решении этого вопроса. Ой, непонятно, давайте запретим. То есть, действительно, если примут этот закон, для всего мира это будет как островок, куда стекутся просто большие финансы. Все будет зависеть от налогообложения. Да, налогообложение очень важная штука. Поставят понятные налоги, небольшие какие-то. Индийская курица от нашей ничем не отличается, ребят. Курица-то наша, рецепт индийский. Так что, в целом, в Украине все идет в хорошую сторону. Двигаемся дальше, Володя.
Следующий вопрос. Если будет регулирование крипты, как мы будем платить налоги и будет ли отслеживание всех наших транзакций? Тут же вопрос, все говорят, что крипта это тень, но крипта это же технология, то есть отправка перевода через банк занимает, я не знаю, ты собираешь гору документов, несешь их куда-то, тебя там смотрят, ты делаешь отправку, деньги блокируют, ты начинаешь выяснять, где пропали твои деньги, короче, просто там люди получают, за что вы получили, какие-то международные, ну, короче, даже перевести там $500, уже говорили об этом, это очень плохо. А тут очень просто, например, я не знаю, автосалон Toyota. Спросили же не об этом. Про налогообложение. Например, автосалон Toyota говорит, вот мой адрес. Пришел человек, который тоже показал, что у него есть крипта, и показал, откуда он ее взял. Он берет и криптовалютой платит за машину. Деньги пришли через 2 минуты. Тут же автосалон Toyota делает с этой транзакции, с полученной, понятные отчисления по налогам, и все четко. Это так, как бы, по идее, оно должно было работать. Ну, то есть, все равно это история белая. Если они скажут, это наш адрес, вот мы заплатили налоги. Я, человек, купил машину, вот я откуда получил деньги. Все круто. Просто без банка. Я скажу относительно того, как это будет работать с вероятностью 99%. После того, как налоговая даст дополнение к закону относительно налогообложения, на сегодняшний день комиссия предлагает облагать налогом в 5%. На поступление, соответственно, вы будете, скорее всего, декларировать на берегу свои криптоактивы. После продажи криптоактивов вся сумма, поступившая на ваш банковский счет или карточный счет от продажи криптовалют, будет облагаться 5% налогом. Скорее всего, вы сами должны будете декларировать эти поступления как поступления от продажи криптовалют. И, соответственно, в случае, если будет впоследствии доказано, да, там, или обнаружено, что, соответственно, вы провели какие-то операции, налоги с них не оплатили, да, то есть не оплатили те самые 5%, то у вас возникнут вопросы и проблемы с налоговой. То есть, соответственно, продали биткоина на 100 тысяч гривен, получили эти деньги на карточку, задекларировали продажу криптовалюты на 100 тысяч гривен, 5 тысяч гривен налога заплатили. Как-то так. В базовой идее, как бы, соответственно, это была оплата налога в 19%, там, еще какие-то сборы. Но на сегодняшний день диалог ведется относительно того, чтобы ввести 5% и дать испытательный срок, я не помню, если честно, по-моему, в 3 года для вот этого 5% налога. Что оно будет? Как-то так. Криптовалюты разве не для того же создавались, чтобы как раз не было этого регулирования и налогообложения, чтобы не зависеть ни от каких банков и прочих государственных структур? То есть этот момент, когда ее принимают как какую-то там валюту, да, и берут с нее налог, это шаг назад или шаг вперед? Тут уже прикол, смотри, банки просто. Что такое банки? Банки — это какие-то люди сидят и разрешают тебе управлять твоими деньгами или не разрешают? Что это такое? То есть, а так будет, получается, человек с человеком или человек с фирмой без посредника работать, без банка. Да, по сути, на самом деле остается та же история с тем, что сама криптовалюта не зависит от регулятора, то есть, соответственно, какой-нибудь банковский аппарат не может напечатать больше биткоинов, не может устроить дополнительную эмиссию, это раз. Девальвировать ее. Девальвировать и так далее, то есть играться вот с этими моментами. Это момент номер один. Момент номер два заключается в том, как правильно говорит Глеб, что нету посредника. То есть, соответственно, мне не нужен банк для того, чтобы хранить мои средства. Соответственно, это определенные риски снимает, да, ввиду того, что может быть там в стране какой-нибудь там переворот, там, или еще что-нибудь, или там какая-то проблема с национальной валютой и так далее. Соответственно, ввиду того, что нету третьей стороны, я совершенно спокойно могу деньги отправить куда угодно в мире, рассчитаться, оплатить что-либо и так далее. То есть без участия третьих лиц. И перемещаться легко со своими деньгами. Вот. Плюс не забываем о том, что так или иначе остаются в любом случае анонимные криптовалюты. Так или иначе, часть людей выведет свои активы в легальное поле и будет работать с ними легально, а часть останется в тени в какой-то, в сером рынке. Точно так же, по сути, как и с наличными долларами происходит на сегодняшний день, да, то есть кто-то держит свои доллары или евро в банке, а кто-то держит их в кейсе, и эти кейсы передаются, перевозятся и так далее и тому подобное. Да, поэтому здесь как бы есть пространство для телодвижений. Один из наших подписчиков попросил озвучить ваше мнение по поводу того, когда рынок криптовалюты будет менее волатилен. По скриптум он указал глобальный уровень. Я хотел бы сказать, один из 12 200 подписчиков. Из 12 400 я бы тебя поправил. Из 400. У всех разная информация. 400. А потому что мы пока сидели, проценты понабегали. Я думаю, что к выходу этого выпуска их будет уже 13 тысяч, если не больше. На самом-то деле не вижу никакой проблемы в волатильности, да, там, того же биткоина, потому что если нужны не волатильные виды активов, то есть ряд стейблкоинов, которые можно использовать как раз для того, чтобы
от этой волатильности уйти. А волатильность в активе, по сути, это хорошо, потому что она позволяет спекулировать на этой волатильности. Не вижу в этом какой-то проблемы. Но, допустим, если мы посмотрим на такой вид активов, как золото, то на сегодняшний день капитализация золота настолько высока, что волатильности практически нет, да, то есть она минимальна. И это не позволяет привлечь новую кровь и новые деньги в этот сектор, да, потому что цена находится практически без движения. Пампить или дампить этот рынок сложно, потому что капитализация огромная. С этим видом активов работать новому поколению не совсем прикольно, не совсем понятно. Золото есть практически у всех в том или ином виде. Вот как минимум там в ближайшие 10-20 лет это точно будет сохраняться достаточно высокая волатильность, что касается биткоина, но при этом, при всем, еще раз повторюсь, есть возможность хранить свои активы в виде неволатильных криптовалют и, соответственно, понимать для себя, что там у меня, грубо говоря, есть эквивалент там $500, я вот откладываю себе на похороны, и все, и, пожалуйста, они у тебя лежат. Если даже ты, например, используешь смарт на бирже WhiteBit, то они как бы еще и зарабатывают. 30% в год всего лишь. Вот, всего-навсего. Мелочь, а приятно. Но все-таки эта волатильность является признаком какой-то нестабильности, что и пугает многих людей, которые вроде бы и хотели бы, но все-таки не вкладываются. И поэтому в их глазах криптовалюта выглядит как пузырь. Хорошо. Вов, ты веришь в евро? Я верю в себя. Не, ну, например, вот евро — это нормальная валюта? Да. Евро, вот смотри. Если бы ты был в евро, держал деньги в евро, то за 3 года ты бы потерял 40% своих денег. Знаешь почему? Потому что 3-4 года назад курс был примерно 1,5. То есть за 100 евро давали $150 примерно. А в прошлом году был момент, когда за 100 евро давали $110. И вот ты потерял примерно 40% своих денег. Как тебе такое? А фунт — стабильная валюта? Мне кажется, фунт — это разве не тот директор, которого ставят номинально? Но то фунт валюта стабильная. Стерлинга. Стерлинг? Да, так вот тоже 100 фунтов стоило примерно под $180. А сейчас 100 фунтов стоит примерно $135. И ты потерял бы тоже там 35%. Есть такая штука. Дальше. Нефть — это надежно? Это стабильно? Нефть. Ну, нефть, черное золото, Володя. Нефть. Володечка. Так вот. Я за экологичность. Так вот. Поставочные фьючерсы минус $40. Как тебе такое? Стоила нефть $100, за год упала до 30, а потом за 2 недельки прошлого года, в марте или там март-апрель, по-моему, с $35 упала до минус 40. То есть для того, тебе доплачивали $40 за баррель нефти, просто чтобы ты ее забрал. Это волатильно или нет, как ты считаешь? То есть вы хотите сказать, что любые из известных валют и ресурсов тоже волатильные? Это так же, как более того, там манипуляция идет на уровне государств. Вот, например, Америка раз запретила Нигерии торговать нефтью, и нефть выросла в цене. А потом, ой, слушайте, мы перепутали, не Нигерии надо было запретить, а Ирану. И запретили Ирану. Ой, блин, не запретить, а разрешить. И вот просто вот так фу-фу-фу-фу-фу-фу. Посмотри на рынок. Россию взяли чуть-чуть, поставили на место, и нефть. Я вот помню, в детстве покупал буханку белого за 52 копейки. Сейчас сколько стоит? Ну, гривен, наверное, 10 точно. Ну. То есть про волатильность не стоит. Хлеб всему голова. И тот, посмотри, как волатилен. Понятное дело, что я уже прожил. Более того, и Глеб, понимаешь, был молодой, а сейчас уже постарел. Тоже волатилен. Понимаешь? Глеб очень волатилен. Если бы вы видели его фотографию в молодости, он был мускулистый, накачанный, вот волосатый. Вот вся волатильность, посмотри. Может ли Taproot стать бустером цены биткоина в этом году? Я скажу с точки зрения спекуляции, что любая новость, а новость от Taproot уже, в принципе, существует в рынке, как бы, да, и, соответственно, аналитики и прочие спекулянты, и трейдеры, фонды и все и так далее понимают суть технологии, суть того, что она за собой принесет, и, соответственно, мы должны с вами понимать, что все новости, все, что выходит там и так далее, это уже в рыночной цене учтено. Поэтому повлияет ли это на цену, сомневаюсь. Но вот ты слушал лекцию. Я могу поясни, что такое Taproot, потому что не всем понятно. Taproot — это довольно-таки не просто сложная, а очень сложная технология, которую придумали разработчики. Нет, сейчас, если, например, создается мультиподпись на адрес биткоина, то это можно увидеть. Хэш транзакции увеличивается. Если вкратце сказать, то Taproot не позволяет это увидеть.
Также еще помимо мультиподписей можно делать как бы элементы смарт-контракта, вкладывать в хранение денег на этом кошельке дополнительные условия. Например, есть мультиподпись, мы с Вовой договорились, что мы можем отправить транзакцию только если он скажет «да» и я скажу «да». Потом, например, так произошло, что один не хочет подписывать. Значит, тут включается второе условие. Например, мы договорились, что если год мы не сделаем ни одной отправки, эти все деньги уходят в благотворительный фонд. И нам надо либо договориться, либо мы досидим, пока они не уйдут в благотворительный фонд. Раньше в биткоин-адресе и в хэше можно было увидеть то, что мы с ним договорились, о чем и так далее. А сейчас это не видно, это будет просто обычный адрес. То есть довольно-таки сложная система, которая вобрала в себя элементы смарт-контракта Ethereum, но сейчас это реализовано в биткоине. Ну и также будет оптимизирована стоимость транзакций. Да, оптимизирована будет стоимость транзакций, потому что хэш будет такой же, как и при обычной отправке. И я думаю, что когда Taproot условно обтесают специалисты... И скорость будет выше. Скорость, да, обтесают специалисты и доделают его до того, что обычный человек может условно на компьютере вбить эти условия, нажать кнопочку, но это будет крутая технология, которая, наверное... Я думаю, что это вообще не сложно на самом деле. Но не накинуть все это, на это все какой-нибудь фронтик такой базовый. И это будет красиво, да. В перспективе эта штука должна повлиять, скорее всего... На эффективность биткоина с точки зрения комиссии, скорости, с точки зрения дополнительных возможностей, которые озвучил Глеб. Да, то есть технологически это очень сильно добавит биткоину плюсов. Но с точки зрения спекуляции и повлияет ли это на цену, думаю, что нет. И, кстати, к слову, на самом деле, я тоже читаю комментарии периодически, и ребята пишут в комментариях, что вот там Илон Маск написал, там еще кто-то что-то. Смотрите, в предыдущие годы, или вот, например, сейчас все ждут рост биткоина по причине того, что там какие-то институционалы пришли, какие-то фонды там и так далее и тому подобное. Смотрите, биткоин показывал рост на протяжении 12 лет без учета каких-либо институционалов, принятий фондами, странами и каких-нибудь Сальвадоров и всего прочего. Есть фундаментальные вещи. Это количество людей, которые используют эту технологию, количество людей, которые используют этот актив для накопления, да, там, и так далее, и так далее. То есть есть какие-то фундаментальные вещи внутри всей этой истории, которые позволяют этому активу показывать рост кратный в процентах на протяжении всех этих лет, без институционалов. Поэтому все, что вот это вот происходит, весь этот инфошум, нужно отделять зерна от плевел и понимать, что, как бы, что и без этого биткоин будет расти. А вот эти все манипуляции, которые, да, там производятся, они нужны для каких-то краткосрочных манипуляций. То есть там написал, там биткоин больше не принимается Теслой, например, чуть просело, докупились. Китайцы написали. Вот. Да? Или там в Китае опять запретили майнинг. Как бы в сентябре 2019 года тоже запретили, потом мы выросли, 2017 года точнее, потом мы выросли в 4 раза быстренько после этого, в 6 точнее. Относитесь к этому инфошуму спокойнее. Вот эти вбросы, особенно с громкими заголовками, они как раз работают на тех, кто не понимает, для тех, кто в рынке недавно, для тех, кто не переживал там вот этой волатильности, вот этих скачков, прыжков и предыдущих всяких вот этих вещей. И как бы для того, чтобы на эмоциях у вас вызвать либо желание купить, либо желание продать. Поэтому вот этот инфошум употребляйте очень осторожно. Be smart. Именно понятие Taproot вы озвучили его функции, но что это само по себе и что такое бустеры в криптоиндустрии? Бустер — это трамплин. Будет ли это служить трамплином для чего-то? Вова объяснил, что он думает, что это не будет бустером для скачка цены биткоина. Я говорю, что в перспективе, Вова правильно говорит, что оно заложено, но ввиду того, что будут люди использовать эту технологию, то скорее всего, из-за популярности использования биткоина люди захотят его иметь и использовать. Соответственно, по идее, это может спровоцировать рост. Но Вова сказал, что это и так логический процесс. А что такое Taproot? Есть какая-то группа людей, которые хотят между собой договориться. То есть раньше это был смарт-контракт на эфире. Они прописывают условия. Какие они хотят, чтобы были в этом Мне кажется, Вовчик, на самом деле никому не надо понимать, что такое Taproot. Taproot, надстройка над текущим блокчейном. Если по картинке, что такое Taproot? Это вот есть растение и миллион корней, но ты видишь выходящий только один ствол. Так вот, все люди будут видеть два одинаковых ствола, только здесь будет такая вот система корней, а здесь просто один корень будет дряхлый, и все. А внешне это будет одинаковое. То есть то, что будет под капотом, не увидит никто. Ну, мы еще больше запутали. Давай дальше, Вовчик. Всем интересно, почему она работает и, повлияет ли на цену. Хорошо, согласен. Следующий вопрос. Когда ждать хату трейдера? Пам-пам-пам-пам. Это вопрос к Любе. Люба, Дальше. когда ждать хату трейдера?
7 days То есть круассаны. вы готовы в любой момент к съемкам? Я думаю, что мы будем снимать «Хату трейдера» в июле. Давай снимем на твой ДР. И нам нужно целую неделю будет этому посвятить. И мы, в принципе, к этому готовы. Но на сегодняшний день в нашей компании предстоит достаточно большое количество очень мощных релизов. И, соответственно, мы сможем это сделать после того, как эти все релизы будут выпущены. Поэтому точно сейчас вам не скажем. Но очень стараемся сделать все для того, чтобы это было в июле. Еще один личный вопрос. Привет. Когда появится монета биржи WhiteBit? Монета биржи WhiteBit появится 2021 года. Спасибо за уточнение. Еще один вопрос про вашу биржу. У вашей биржи есть выход на Штаты или вы работаете только в СНГ? А что, есть только Штаты, СНГ? Есть еще Европа, Африка. Это прямо, по-моему, с РБК человек. С РБК, да. Двуполярный мир. Штаты и СНГ. Штаты и Россия. Штаты и Россия. Все очень честно. Смотри, уважаемый подписчик. Мы не работаем с гражданами США, а также не работаем с гражданами непризнанных или запрещенных регионов. С гражданами США мы не работаем по двум причинам. И первая причина заключается в том, что стратегически мы выстраиваем нашу компанию в первую очередь на рынках СНГ, Европы, частично Азии. На рынке США уже есть свои представители. Это крупные ребята, интересные, да, такие как Coinbase или Gemini. И мы однозначно выйдем на этот рынок, но когда уже будем абсолютно точно биржей номер 1 в СНГ, Европе и Азии. Соответственно, да, собственно, вопрос был по США, по-моему. Да, работаем, не работаем. В США мы не работаем. Следующий вопрос. Почему перестали делать розыгрыши? Хочу футболку WhiteBit. Розыгрыш это было вот это «Я всегда с собой беру видео». Это вот эти розыгрыши? Это вопрос на самом деле хороший. И прямо сегодня, прямо сейчас... Я бы разыграл слона, но он уже Предлагаю, во-первых, он твой, во-вторых, у него задница в Red Bull. Прямо сейчас предлагаю вам написать под этим выпуском комментарий на тему того, с каким слоганом мы могли бы выйти на американский рынок. И самый смешной слоган, по нашему мнению, получит от нас футболку WhiteBit и плюс получит футболку Гагарин Шоу. 2 футболки сразу улетят к нашему прекрасному подписуну или подписюхе. Представь, он будет в каком-нибудь Зимбабве. Пожалуйста, DHL. Все. We 3 connect буквы. the world. 3 буквы. Двигаемся дальше. Наряду с терминами майнинг и ICO я встретил форжинг. Что это такое? Значит, это создание новых блоков в некоторых типах блокчейна с возможностью подтверждения права владения, с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и комиссионных сборов. Форджинг — это вот есть 2 технологии: Proof of Work, Proof of Stake. Вот Proof of Work есть майнинг, где вычисляют следующий блок, машины, все работает, ты добыл блок, кто добыл, получил вознаграждение. А в Proof of Stake вот у тебя есть 100 монет, и там раз в день условно начисляется просто каждый день какое-то определенное количество монет. Там 0,1% в день начисляется на твои монеты. И вот это называется форджинг. Я могу ошибаться. Ты только что заикнулся за майнинг. Я еще один интересный термин нашел. Давай. Что такое премайнинг? Премайнинг — это когда люди создали новую монету. В этой монете должно быть, например, добыто 21 миллион монет. Так вот, на премайнинге они взяли себе, намайнили 1 миллион монет, и потом говорят: ребята, майните монету, а мы, когда надо, вам возьмем этот 1 миллион монет, вольем и скоманемся. Вот что такое премайнинг. Понял? Да. Ты сразу объяснил со стороны, как вас могут найти. Да, ну просто я сразу 2 в 1. Что такое капитализация криптовалюты? Это текущая рыночная стоимость, умноженная на количество монет в обороте. Абсолютно беспонтовый показатель. Как и капитализация компании Tesla. Когда-то была такая замечательная история. Компания Porsche пыталась выкупить все 100% акций компании Volkswagen. То есть вот такой малюсенький Porsche пытался выкупить акции, все 100% акций компании Volkswagen. И в какой-то момент они, значит, в это вкладывали все деньги, свободные, оборотные, занимали активненько, все, значит, круто.
круто. В какой-то момент наступил кризис, и пришло время, значит, выплачивать банкам обязательства и так далее, а у них на руках нету свободных денег, а только бумаги компании. Они, соответственно, понимают, что если они сейчас начнут продавать в рынок большими лотами бумаги Volkswagen, то обвалится. та текущая стоимость, которая есть у этих акций, соответственно, существенно обвалится. То есть, грубо говоря, неважно, там, ты начал продавать эти бумаги по $10, но образно. К моменту, к середине дня, как бы, они уже стоят $2. С одной стороны, у нас есть 10 тысяч бумаг по $10, чисто гипотетически. И, соответственно, мы себе там красиво позиционируем себя как, да, там, 10 тысяч бумаг по $10, это 100 тысяч, вот, как бы, у нас есть 100 тысяч. Но нет, у нас нет 100 тысяч. Потому что когда мы эти 10 тысяч бумаг начнем продавать, то мы начнем продавать по 10, а закончим в лучшем случае по $1. И тогда в таком случае у нас будет не 100 тысяч, а в лучшем случае 30, например. А у нас обязательств больше. Всего доброго. Поэтому капитализация и вот эти все вещи, которыми вас пугают из всего. Что сделал Porsche? Директор Volkswagen сидел, наблюдал, как они жадно выкупают акции и молчал все время. А потом, когда, ну, как бы пришло время Porsche рассчитываться, они поняли, что они сейчас начнут лить бумаги, как бы, соответственно, их компания вообще по пи***ке пойдет. И он как бы молчал, тут появился, говорит: ребята, я слышал, у вас финансовые проблемы. Ну и как Мы готовы вас брать. И тут нам начало вести, да. Ну и как бы у Porsche ничего не получилось, и поэтому Volkswagen Group как бы поглотил Porsche. Всех, короче, нахрен поглотил, вот. И, собственно говоря... И он пошел дальше спать. Да, пошел дальше спать. Проснулся. И говорит, мы вам поможем, но SEO и CFO Porsche должны быть завтра уволены. И они пошли нахер. Со словами: эх, не прокатило. Зато постарались. Но интересно. Интересная жизнь была. Шлюхи, кокс, 70% акций Volkswagen. А сейчас вопрос по традиции о вашей биографии. Расскажите, чем вы занимаетесь помимо криптовалюты? Это на 3 выпуска. На 3-5. Это 3 для меня. 3-4. 3-4. 7, 15, 16, 5, 10. Давай рубрику сделаем. Щепотка биографии. Давай тогда я начну. Но мы рассказывали уже про благотворительность. Вот это наше хобби. Второе хобби — это отжимание. Да, то есть мы здесь берем, здесь отдаем. Но 10% это уже здесь взяли. Называется это десятина. Я, например, увлекаюсь гонками. Давеча на чемпионате Украины в самом престижном классе Unlimited занял 2-е место на стоковом автомобиле. Извини, стоковый автомобиль — это какой? Стоковый автомобиль — это который не имеет никаких доработок. Вот как из коробки после анбоксинга, так сказать. Да, и, собственно говоря, автомобилями увлекаюсь очень много лет. 12-13 лет я уже за рулем. За это время поменял, наверное, более 60 разных автомобилей. Были и машины там с 1000 лошадей, больше 1000 лошадей, и всевозможные какие-то гонки, и уличные, и неуличные. Но вот мне это приносит удовольствие. Больше всего нравится, конечно же, какие-то доработки, сам процесс непосредственно вот этих поиска, подбора, заказа, установки. Потом все делаешь очень красиво, все собрал, установил и продал машину. Посмотрел на нее, все красиво. Она супер! На продажу. Следующий. Вот. Ну вот это, да, мое хобби. Автомобили, да. Ссылочка в описании. Да, а у меня, я вот совладелец баскетбольного клуба, который играет в Суперлиге в украинской. Там у меня друг. Монако. Там свои люди. Да. Называется «Харьковские соколы». И вот вы как раз, когда увидите этот выпуск, уже будете знать, что мы подписали главного тренера команды, которая в прошлом году стала серебряными призерами, Валерия Плеханова. И вот у нас он будет главным тренером. Клубу 5 лет. Решили, собрались, организовали 2 сезона в высшей лиге. В прошлом году, позапрошлом, точнее, сезоне заняли последнее уверенное место. В прошлом сезоне мы уже из 11 команд заняли 9-е место. В следующем году планы ставим на 5-е место. В рамках команды «Харьковские соколы» WhiteBit тоже не остается на обочине. Конечно же, поддерживает спорт. Это еще одно из направлений. Не только киберспорт, да, там, где мы активно интегрируемся в отрасль, но и, соответственно, бытовой офлайн спорт. Да, там на футболочках написано. Написано. И у нас подтверждаю. WhiteBit — первый шаг к биткоину. Слоган. Да, ребята, значит, несколько игр проиграли. Потом я приехал на игру очередную, поставил денежек и сделал X6. Ну, мы обыграли очень сильную команду. Там самое смешное, что в зал пускали только людей, приближенных к клубу, ну, то есть либо спонсоров, либо руководства. И, ну, нужно было сидеть как бы тихо. И ну, я поставил бабки, как я мог сидеть тихо. Вначале все сидели тихо, а потом кто-то... Да.
И потом все уже, платим штрафы, все, давай орать. Вся трибуна срывалась. Ну, команда соперников, как бы мы на площадке условно враги, но в жизни все очень хорошо общаются, ну, конкретно с той командой. Ну, и в целом. Все за полем довольно-таки неплохо общаются. Все, конечно, не начали писать какие-то петиции или протесты, ну, типа такие чуваки, ну, блин, ну это ж нечестно, нельзя ж кричать. Не, ну это нечестно, конечно, но опять же, какие были варианты? Вариантов-то не было особо. X6 на кону. X6 на кону. X6. Это, ребята, вам не криптовалюта. И не автомобиль. И не автомобили. Это прям... Итак, впервые за все наши выпуски я хочу попросить наших ведущих взглянуть в свои мобильные телефоны. Мы там, да. В одном из прошлых выпусков на мою просьбу подписаться на меня в Инстаграм Вова резко ответил, что ему это не нужно, ведь в моих сторис ничего интересного. В связи с этой причиной Я и сейчас так считаю. я решил проанализировать, какие сторис выкладывают те люди, на которых подписан Вова. Итак, первая сторис. Внимание, это голый мужик. Сторис номер 2. Мужик фотографируется в лифте. Я думаю, это Вова на первой фотографии. Так это Ти-Джей. Это Ти-Джей, это Вадик. Сторис номер 3. Советы по уходу за кожей и волосами. Ну, лысеет человек, ну. Настя, да. Я не знаю, что я подписан на нее на самом деле. Сторис номер 4. Полуголые мужики плавают в водопаде. Вова, они в плавках. Сторис номер 5. Не тупи. Полуголый мужик из спортзала. Так он приедет сегодня. Это Ваня он даст тебе Крыленко. за это. Сторис номер 6. Полуголые мужики трогают друг друга. Это бойцы ММА, брат. Сторис номер 7. Ох, он сейчас допи***ся, конечно. Мужик в коротеньких вязаных шортиках. Это модно. Это хайс на байте, что тебе непонятно. Но даже если все это я простить смогу, то следующую информацию никогда. Оказывается, Вова подписан на нашего старого режиссера. А я подписан? Да, это, кстати, бредятина. Я отменил подписку, Вов. Но больше ни всего одного меня режиссера. обидело не это, а то, что, оказывается, среди наших ведущих есть шпион, который отменил подписку на меня. Это Правда, я? Глеб? Так ты задолбал своими Это сторис. тот ведущий, который подписан на всю нашу команду, кроме меня. Так потому что у тебя 15 тысяч сторис, блин, миллион каких-то фотографий. Вовчик, торжественно. Как тебя найти в Инстаграме? Владимир пиши на английском и в конце добавляй 2 «с». Я тебе говорю, он там Владимир столько... СС? Не, я передумал. Как? СС? Дантес, не оно? Не то? Владимир Дантес. Да нету такого. Есть, я нашел. Владимир Самозванец. Все, Вов, я твой 134-й подписчик. Вовчик, я официально теперь твой подписчик. И я буду смотреть твои сторис не на крысу. Да, поверь, ты зря это сейчас сказал. А я буду просто пролистывать. Он миллион сторис просто у него. Я не буду их смотреть, я буду пролистывать. Не, ну вот просто ты... А вот это нормальная фотография? А я проснулся. Такая лапочка. А вот няшка какой. Нет, тут он мужик, наоборот. Подожди. А вот это тоже мужик? Не, он... Это Боб Марли, Подожди, ладно. да. Это он, получается, типа, смотри, он, типа, показывает себя разносторонним. То есть здесь я, типа, знаешь, такой... Здесь типа, я черно-белый, реально? Здесь я такой, типа, именно жесткий мужик, тут такой, именно, знаешь, именно может дать и забрать Из деньги. 90-х. А здесь такой, знаешь, типа, мотылек. Меня трудно найти, трудно забыть и легко потерять. Такой мотылек, знаешь, я могу быть и таким. Вот здесь я Вообще, такой... я на регге сижу. Я реально. творческий, Я могу покурить. творческий. Я здесь няшка. Я играю в теннис. Вот, я на работке. Я на работке опять. С каким-то мужиком. Я с Дашкой. Нет, он со мной, видишь, ко мне подкатывал-то. О, с Райчика, пацан. Я на Салтов. Только на картках надо такой, типа, я с Райчика. Тут я типа подскользнулся. Сделал я сфоткай, как будто подскользнулся. Вот здесь смешная, типа, фотография, видишь? Смешная. Наработки опять. Все. Не, ну класс, я рад, что я на тебя подписался, Вовчик. Ну реально, круто. Теперь я торжественно вас заблокирую. На этом все. Спасибо большое. Друзья, подписываемся, ставим лайки, колокольчики, не смотрим крипту для чайников на крысу, потому что это тоже контент, тоже дается с трудом, тоже после работы. Кстати, между прочим, одно из наших хобби, это то, что мы делаем в этой студии постоянно. Это не наша работа, мы это делаем не ради рекламных контрактов, а ради того, чтобы просто провести прикольное время вместе с вами. Поэтому у нас качественная картинка, у нас хорошие камеры, у нас контент, гости.
гости и все прочее. Вот такое хобби получается. Да, а мы бы могли снимать на крысу и ничего не показывать. Да, между собойчики в телеге меняться просто видосиками. Поэтому учтите этот момент, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии. Даже если они гневные, все равно пишите. Вот эти вот комментарии я очень люблю. Фу, что я посмотрел. Я потратила 7 минут. Ира Шеремет, для тебя. Ирочка, I love you просто. И имя вообще, ну, во-первых, я имя Ира люблю, как бы, мою маму зовут Ира, мою жену зовут Ира, ты Ира. И все на меня ругаются постоянно, как бы, поэтому для меня это неудивительно. Ты еще, наверное, близнец, скорее всего. Ну, как бы там не так, там надо вот это вот так вот попшикаться. Я думаю, что Ира она-то загнула, я думаю, что там она уже давным-давно Ирина Михайловна. Ну, что? Но она знает Степаненко, Петросяна, она всех этих... Лично. Лично. Понял, подписные издания Достоевского от Петросяна и Ирине. У нее весь сборник «Наука и жизнь» от 64-го до 72-го года, понимаешь? Ох уж эти лоховские наши шутки с тобой. Что значит... Мы Что значит 3 класса образования? Да, смотрели «Аншлаг за 10 лет до зачатия». Все, Ирка, чмок-ему. Ты знаешь, сколько мы на тебя потратили вот эти 3 минуты? Знаешь, сколько это стоит? 3 минуты внимания вам, Ирина Михайловна. Вообще, Ирочка, приезжайте к нам. С нами весело. Реально, пряников вам наварим, хотел сказать. Пряников наварим. Пряников вам намайнем. Самовар поставим. Обнимемся и будем смотреть нормальное что-нибудь. ЧБД какой-нибудь. Прожектор Перес Хилтон. У нас же передача закос под эти все штуки. Ну, мы же специально взяли. У нас нет фантазии сделать что-то свое. Мы просто сели, посмотрели ЧБД, прожектор Перес Хилтон, кривое зеркало и еще пару передач. И решили сделать, хуевую копию. И вот мы ее сделали. То есть вы как бы жалуете, что у нас как бы а для нас это комплимент. Когда вы так пишете, мы понимаем, что как бы, мы хотели сделать и вот у нас получилось. Вот даже неправильно платье женщине одели. Ну, по идее, как бы сиськи должны быть прикрыты, а спина голая. Мы наоборот одели. Ну да. Мы даже, Паша, этого не можем сделать по-нормальному, понимаете? Потому что так нравится, понимаете? Привет. А можно как-то Ирине в личку это все отправить? Не, это можно выложить отдельным выпуском. Выпуск для Ирины Шеремет. С ее комментариями просто. О, давай сделай, это будет. Давай. Наша рубрика будет «Ответ на комментарий». Такая, понял, 30-секундная. О, это хорош. Кончайте. Пока!